Здравствуйте, мои подписчики! Добрый день всем остальным, еще не подписавшимся. Сегодня я буду шить подушку для шеи. Ориентиром будет служить подушка для путешествий Sargif Travel Pillow из 100% чистой пены с эффектом памяти. Как уверяет производитель, эта подушка лучший выбор для путешествий. Кстати, и отзывы все положительные. Стоит она около $34. Есть и дешевые аналоги. А мы сошьем бесплатно, если получится, конечно. Мой сын купил такую подушку, когда собирался лететь домой, но в последний момент забыл ее взять. Так что мне не с чего шить, не с чего снять мерки, только фото. На снимке данные параметры подушки Sargif в дюймах. Переведем в сантиметры. Длина 11 дюймов равна 28 сантиметров. Ширина 9,2 дюйма равна 23,4 сантиметрам. Высота 5,9 15 сантиметров. Теперь переходим к конструированию. Выкройка будет состоять из 3 деталей. Для первой нижней детали отложим от левого края половину ширины подушки 11,7. Соединим точки. Вниз 28 сантиметров. Лист у нас ровно 28, даже чуть меньше. По левой стороне отложим 7 сантиметров, 2 по 6, и еще 7 сантиметров. Из всех точек проведем линии до пересечения с перпендикуляром 11,7. От первой точки отложим 13,5 сантиметров. 13,5 сантиметров. От второй 2 по 7. От третьей 5 и 13 сантиметров. 5 и 13 сантиметров. 5 плюс 7, 13. От четвертой 2,9. 2 плюс 7, 9.
от второй центральной точки шеи прочерчиваем круг радиусом 6 сантиметров. Плавно соединяем, замыкаем круг. Так, от точки 11,7 проводим диагональ до линии шеи. Диагональ где-то 45 сантиметров до линии шеи. Сверху откладываем 1,5 сантиметра. От шеи, от линии шеи 1 сантиметр. Так. Соединяем плавной линией наружной точки. Так, длина детали 7. Так, проверим ширину деталей. 7. Точка стыка. Три с половиной. Где-то здесь. Точка стыка наружной и внутренней части. Так, теперь прежде чем вырезать деталь, это деталь номер 1. Здесь у нас будет сгиб. Сгиб. Измерим от сгиба наружную часть, длину наружной детали. — 45 сантиметров. 45 сантиметров. Так, и внутренний. Так, в том числе 11,7. 45 сантиметров, в том числе ширина 11,7. Здесь также внутренняя часть. Двадцать восемь сантиметров. Так,
Так, это будет третья деталь. Так, теперь можно вырезать. Ну, здесь вот дорисуем по ткани. Здесь мне не хватило. Можно, конечно, до бумагу приклеить, но ладно, на глаз сделаем потом. Так. Для детали номер 2. Так, сколько там? 45 сантиметров. 45 сантиметров. Нам недостаточно бумаги А4, поэтому мы наставили второй лист. Так, отмерим на бумаге высоту изделия 15 сантиметров. Соединим. Ширина 11,7. 11,7. Ширина 11,7. По сгибу отметим точку 2 сантиметра. Так, ориентируясь по фото, прорисуем линию. Удобную для нашего затылка. Отмерим сантиметровой лентой длину этой детали 45. Разметим от точки 11,7 две точки по 8. Для боковой поверхности шеи 6 сантиметров и 7 для передней. 7 для передней. От первой точки вниз 3 сантиметра. От второй 2. От третьей 1,5. И от четвертой 4. От первой и второй точек проведем вниз перпендикуляры. Снизу. Так, здесь тоже проведем перпендикуляр. 11,7. Опа.
страшно. Так. Поднимем на 1 сантиметр. Плавно закруглим, как на рисунке. Так. От точки под подбородком. Получается здесь диагональ 45 градусов. Отложим диагональ 1,5 сантиметра. Плавно соединим все точки. Эта деталь наружной части подушки номер 2. Вырежем. Для третьей детали, на детали номер 2 сделала 2 защипа по 1 сантиметру по центру боковой и передней частей шеи, что укоротит третью деталь на 4 сантиметра. Это внутренняя деталь. Наложим деталь номер 2 на лист. Прочертим по контуру. По нижней части детали отложим 1 сантиметр. Соединим плавной линией. Отложим от сгиба 10 сантиметров. Три раза по 7,5 сантиметров. С правого края остается 8 сантиметров. Сделаем выточки глубиной 3 сантиметра. По сгибу 2 сантиметра. Для верхней точки всех выточек отступить сверху на 2,5 сантиметра. Прочертим вниз перпендикулярой. Два с половиной. По обеим сторонам 1,5. С этой стороны 1. Соединяем. Деталь номер 3. Переходим к крою ткани. Буду кроить из старого наперника. Так, долевая нить, поперечная. В прошлом году летом я заменила 4 подушки, выстирала весь пух, шила наперники из нового тика. Вот такого. Я думала, у меня остался отрезок ткани. Оказывается, уже успела сшить наперник.
Жалко его. Пригодится для новой подушки. Оставалось немного пуха, и я шила вот такую подушку для шеи. Правда, из другой ткани, но она тоже не пропускает пух. Сыну не понравилось, и я решила ее перешить. Буду использовать пух из нее. Разложим выкройки по ткани. Это по долевой. Деталь номер 2. Сгиб первой детали. И эту деталь. Ну, можно с правого края или здесь. По поперечной, чтобы можно было растянуть по внутренней части первой детали. Обрисуем контуры. Третью деталь. Оставим припуски на швы в 1 сантиметр. Можно прорисовать или сразу вырезать, что я и сделаю. Сейчас вырежу. Все детали вырезаны. Деталь номер 1, одна деталь. Номер 2, одна деталь. Номер 3, 2 детали. Сколоть булавками все выточки. Прострочить. Ширина стежка 2 мм, чтобы пух не вылезал. Заутюжить в одну сторону к затылку. Сюда, значит, все. Понятно, да? Прошили, заутюжили в эту сторону, заутюжили в эту сторону. Разутюжили выточки к затылку. Внутренняя часть готова. Если позволяет ткань, эту деталь можно кроить со сгибом. Теперь сколоть лицевыми сторонами первую деталь со второй по сгибу. Сколоть булавками, оставить сверху 20 сантиметров для набивки пуха, прострочить, разутюжить. В местах закруглений деталей припуски слегка прорезала ножницами. Сколола булавками третью деталь со второй, при этом растягивая третью деталь. Прострочить, припуски прорезать, разутюжить. Сколоть третью деталь с первой, что я уже сделала. Прострочить, припуски прорезать, разутюжить. Наперник сшит. Осталось заполнить пухом из этой подушки. Перекладывать пух из старой подушки в новую буду в поддоне душевой кабины, которую я предварительно помыла, высушила. Отверстие набитой пухом подушки буду зашивать вручную мелкими стежками. Я ранее говорила, что отверстие будет у меня сверху. Я переиграла, сделала сбоку. Отверстие на чехле, молния будет сверху. Здесь вот сверху будет молния на чехле. Подушка готова. Вот они, выточки.
Так, осталось шить чехол. Я уже раскроила по той же выкройке чехол. Это деталь номер 1, нижняя часть. Деталь номер 2 и деталь номер 3. Выточки уже прорисовала. На чехле выточки заутюжить в сторону от затылка, чтобы швы не впивались в голову. Или особо чувствительным можно разрезать выточки маленькими маникюрными ножничками и разутюжить в разные стороны, чтобы не впивались в голову. Еще нужно будет пришить молнию между первой и второй деталями, ленты к краям подушки, а остальное в той же последовательности, что и наперник. Здравствуйте! Шила я наконец-то подушку для путешествий Sajif Travel Pillow. Конечно, громко сказано, но что-то наподобие. В оригинале, конечно, скорее всего, жесткий каркас, и ткань натянута на этот каркас. Внутренняя часть из хлопка, наружная часть из бархата, ну, вроде бархат, не знаю. Пришила замок. Замок будет внизу, под затылком. Шнур пришила чуть выше, посчитала, что так будет лучше, и зря надо было пришить вот как на фото в этом же месте. И вот эта штука, регулятор, вот такой у меня. Я поняла, что выкройку надо бы сделать немного по-другому, но не знаю, соберусь ли я когда-нибудь шить еще одну подушку для шеи. Подушка для путешествий готова. Осталось испробовать ее в действии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всего хорошего.